Вы задумывались, сколько электричества потребляет обычная печка в вашей машине? Многие думают, ватт 30, как лампочка. А что если я скажу, что на максимуме ее потребление может превышать 200 ватт? Это больше, чем огромный домашний телевизор. Рад вас видеть, друзья. Сегодня мы устроим детальный технический разбор электрики отопителя на примере автомобиля Chevrolet Lachetti. Мы вживую замерим ток на всех 4 скоростях. И как по обычному амперметру понять, что моторчику печки осталось жить совсем немного. Это видео я сделал по просьбе подписчиков. Прежде чем включать вентилятор отопителя, сделаем небольшое замечание. Мы будем включать вентилятор при включенном зажигании. Поэтому сейчас я включаю зажигание, и на приборе уже видим примерно 1,5 ампера. Это проснулись блоки управления, приборка и прочее электрооборудование. Поэтому мы запомним эту цифру, и из всех дальнейших значений измерений мы будем вычитать эти 1,5 ампера, чтобы получить чистый ток вентилятора. Включаем первую скорость вентилятора, и показания амперметра составляют 3,8 ампера. Отнимаем 1,5 ампера, и ток на первой скорости у нас получается примерно 2,3 ампера. Включаю вторую скорость, и показания примерно составляют 5,7 ампера. Отнимаем наши 1,5 ампера и получаем примерно 4,2 ампера. Перевожу переключатель на третью скорость. Отнимаем 1,5 ампера и получаем примерно 6,5 ампер. Ну а теперь самое главное, переходим на 4-ю скорость. И амперметр нам показывает ток потребления примерно 14,5-15 ампер. Отнимаем 1,5 ампера и получаем примерно 13-13,5 ампер. Почему именно 4-я скорость так важна? Потому что в этом режиме ток идет напрямую, минуя все дополнительные сопротивления. Именно в таком режиме необходимо замерять максимальный ток потребления вентилятором отопителя. Мы же округлим показания амперметра на 4-й скорости до 14 ампер. И давайте теперь посчитаем простую физику процесса. На запущенном моторе генератор выдает примерно 14 вольт. Умножаем 14 ампер на 14 вольт и получаем 196 ватт. Но почему же на малых скоростях ток потребления значительно ниже? За это отвечает блок резисторов отопителя. На 1, 2 и 3 скоростях ток идет через спирали резистора. И поэтому скорость его вращения и ток потребления значительно снижаются. Именно он чаще всего выходит из строя в этой системе. Поэтому если у вас отопитель работает только на 4-й скорости, а на 1, 2 и 3 никак не реагирует, тогда в первую очередь проверяйте именно этот блок резисторов. Ну а теперь самое главное. Эти цифры носят ориентировочный характер. И многое зависит от состояния самого моторчика, состояния салонного фильтра и даже от положения переключателя потока воздуха. Да-да-да. В разных положениях на поток воздуха действует разное сопротивление. Простыми словами, в некоторых положениях переключателя воздуху двигаться легче, а в некоторых сложнее. Давайте я сейчас переключу поток воздуха на лобовое стекло. И как видим, у нас ток потребления возрос аж на целый ампер. Поэтому плюс 1-2 ампера к значениям, которые я вам показал, являются абсолютно нормальными. И теперь главный диагностический совет. Включаем 4-ю скорость и смотрим на амперметр. Если вместо штатных 14-15 ампер прибор показывает 17-18 или даже больше 20 ампер, тогда вспомните, когда вы последний раз меняли салонный фильтр или, например, не забит ли у вас испаритель кондиционера. Но если ток значительно даже выше 20 ампер, тогда мотор скорее всего требует ремонта либо замены. Но теперь еще один важный момент, о котором многие могут забыть. Все, что я сказал, относится к стандартному мотору. Но если же на вашем автомобиле мотор был уже заменен на какой-то аналог, то ток потребления может значительно разниться. Например, один из популярных аналогов, название которого состоит из 5 букв, повышает ток потребления мотора и нагрузку на проводку и сопротивление больше, чем на 20%. Поэтому всегда учитывайте этот момент при замерах. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А если вам интересны какие-то другие измерения, например, ток потребления бензонасоса, фар, стартера, тогда пишите об этом в комментариях, и я постараюсь сделать такие видео.